Всем привет! Мы в этом видео продолжим рассматривать нововведения в Swift 5.0. И скажу, что это будет последнее видео, которое будем мы рассматривать нововведение 5.0. И в этой рубрике, в следующем видео мы начнем рассматривать нововведения, которые уже появились в Swift 5.1. Итак, что нового еще было, помимо того, что мы уже рассмотрели, в Swift 5.0? В Swift 5.0 появился новый метод для словарей. И этот метод называется Compact Map Values. И этот метод, он интересно объединяет метод из массивов Compact Map и функционал метода из словарей Map Values. Ну, давайте, чтобы вы понимали, о чем идет речь, я сначала покажу вам, как работает Compact Map из массивов, и потом покажу вам Map Values, и покажу, как вот функционал этих двух методов объединяет новый метод, о котором мы сегодня поговорим. Итак, давайте посмотрим. Вот у нас есть обычный массив, в котором содержатся, как видите, числа и значения nil. Почему мы это видим? Потому что, смотрите, если мы посмотрим на тип array, то мы увидим, что это не обычный int, а int опциональный, потому что здесь, как мы видим, есть значение, точнее, есть отсутствие значения, да, которое указано как ключевое слово nil. И что делает Compact Map? В данном случае он со значением ничего не делает. Мы просто проходимся по этому или по элементам этого массива и является nil. То есть там, где нет значения, он все это отбрасывает. Поэтому если мы распечатаем new array, то мы увидим, что он распечатает все числа, как видите здесь. И вот эти значения nil, точнее отсутствие значения, да, он, конечно же, выводить не будет. Если мы распечатаем, смотрите, print array, тот массив, который у нас был изначально, то, понятное дело, мы видим, что он распечатывает значения опциональных интов и, понятное дело, будет выводить nil. То есть так это печатается. Как мы видим, здесь это у нас опциональный массив, да, массив опциональных интов, и здесь у нас обычный массив интов. Вот. Это то, что делает Compact Map. Идем дальше, рассмотрим следующий метод. Это метод словарей Map Values. А здесь у нас есть обычный словарь, ключи и значения, которые являются тоже типа string. Что мы хотим сделать? Мы хотим вот эти вот значения преобразовать, как вы здесь видите, int. И смотрите, что происходит. Как видите, мы ключи не трогаем. То есть, когда мы используем вот этот метод map_values, мы ключи не трогаем, то есть они остаются без изменения, но значения, как вы видите, вот здесь вот, да, мы преобразуем и пытаемся их преобразовать в int. И это нам удается, но так как неизвестно, получится у нас это или нет, то это преобразование происходит как опциональное, да, значение. То есть мы получаем на выходе значение опционального int. Но там, где у нас не дается извлечь значение из строки, преобразовать в число, да, в интовое число, то там мы получаем nil, отсутствие значения. Так вот, смотрите, видите функционал map, compact map и функционал map_values. То есть нам нужно сделать так, чтобы вот фишка compact map и map_values объединялась в одном методе, чтобы мы не только преобразовали значение, да, в то, что мы хотим, но еще отбрасывали все то, что является nil. То есть, получается, нам нужна фишка из этих двух методов. Из метода compact map и map_values. То есть мы должны не просто преобразовать значение, но еще и отбросить, как это делает compact map, и еще и преобразовать так же, как это делает map_values. И вот здесь как раз нам на помощь приходит наш метод, о котором мы сейчас поговорим. Новый метод, который появился в Swift 5.0. Этот метод compact map values. Давайте посмотрим, как он работает. Я вот это дело все удалю. Давайте посмотрим, как работает новый метод. Смотрите, здесь у нас есть обычный словарь, также у нас есть значение, ключ у нас типа string, а значение у нас тоже типа string. И мы что хотим сделать? Мы хотим их преобразовать в int. И смотрите, что у нас происходит. Давайте здесь я выведу на консоль, чтобы вы это видели. Видите, он преобразовал стринговые значения в int, но то, что он не может преобразовать, он взял это и отбросил. Поэтому мы здесь на выходе получаем не просто опциональный int, а обычный int без опционала. Потому что все, что опционально, он отбрасывает. Поэтому вот есть такое преимущество, да, вот этого нового метода. То есть он объединяет, как я уже говорил, объединяет возможности Compact Map из массивов и возможности map_values из словаря. Давайте рассмотрим еще один вариант, как можем этот метод использовать.
Вот можем также это сделать, да, как здесь работать с сокращенным синтаксисом, да, вот здесь вот внутри замыкания. А можно это сделать это вот таким вот образом. Тоже эффект будет тот же самый, да. Вот если мы посмотрим, и здесь вот мы выведем вот это значение, этот новый словарь, то значение у нас будет также, в принципе, да. Ну, понятное дело, что будет другой порядок, да, но все равно принцип тот же самый, да. Можно использовать, да, int, точка, init, да, то результат будет тот же самый. И, в принципе, синтаксис вы можете использовать любой, который вам удобен. И чтобы для закрепления, давайте это еще раз я вам покажу на другом примере, чтобы вы видели, что этот метод действительно он отбрасывает опционалы, отбрасывает nil. В данном случае, смотрите, мы здесь ничего не делаем, то есть вот эти значения мы не преобразуем, мы просто пытаемся вывести значение. То есть ключи мы не трогаем, и здесь мы просто попытаемся вывести значение. Давайте посмотрим. У нас должно будет распечататься 3 значения, видите, да, вот 3 имени и 3 возраста. Вот это значение, вот этот ключ и отсутствие значения мы, конечно же, как видим, здесь у нас нету, потому что вот этот метод, еще раз повторю, он отбрасывает то, что находится в значениях, да, и то, что является нилом, да. То есть все, что опционально, он отбрасывает. Возьмите, пожалуйста, этот метод себе на заметку. Я надеюсь, вы усвоили, да, как этот метод работает. В следующий раз, как я уже вам говорил, мы продолжим рассматривать нововведение Swift 5.1. Посмотрим, что там нового появилось. И также в этом видео хотел коротко сказать, что на этой неделе я провел вебинар «Как стать iOS-разработчиком в 2022 году». Вебинар получился довольно-таки интересным, познавательным. Я думаю, вам будет интересно посмотреть этот вебинар. Поэтому я приглашаю вас по ссылке, которая будет в описании к этому видео, записаться на этот вебинар и посмотреть этот вебинар, если вы хотите, в записи. Да? Запись вебинара доступна, но она будет доступна только для тех, кто, так сказать, запишется на этот вебинар. Спасибо вам за внимание и успехов вам в изучении языка программирования Swift.